Сегодня вы увидите продолжение «Звездных войн». Месть ситхов. Сможет ли преданность Ордену Джедаев выстоять против коварства ситхов на поле боя? Грандиозное сражение двух профессиональных игроков, двух генералов до последнего минерала. И все кончено, Оби-Ван. У нас преимущество по высоте и по лимиту армии. Я подготовил стратегию, которая заставила Палатина гордиться мною. Go, 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 go! Мать Доложи обстановку. Сколько пехотинцев у нас есть? из 10 сотня. И не без 10 мне тут. Только что был вырезан целый гарнизон. Старик Pictures представляет. Сила с вами да пребудет. В главных ролях Оби-Ван Кеноби в фильме «Звездные войны. Месть ситхов». Давным-давно в далекой-далекой галактике война. Республика содрогается под ударами беспощадного повелителя тиранских ситхов, графа Дуку, генерала Гривуса и Дарта Сидиуса, он же Палатин. Кольцо зла сомкнулось. Джедаи с племенем Чубаки прибыли на планету Мустафар, чтобы обезвредить повелителя тьмы и восстановить свободное правление в галактике. И сначала с помощью дроидов R2-D2 они собирали ресурсы, чтобы построить производственные постройки для создания боевых дроидов-разрушителей. Протовские силы Альянса с джедаями накапливали армию боевых дроидов-разрушителей, которые выходили с заводов один за одним. Мы славно потрудились сегодня. Скоро обед. Что же приготовил сегодня нам наш шеф-повар Трипио? Надеюсь, он приготовит наше любимое блюдо джедаев — винегрет с имперцами. На днях я подарил ему маленький лазерный световой ножичек для чистки картошки. Прикажите дроидам работать без отдыха. Нам нужно больше минералов. Наши дальнобойные орудия, осадные танки работают на газу. Yes, my master. Заводов больше нужно строить и строить дворцы джедаев. Ресурсов добычи для... Сказал магистр Йода. Школы также форжи. Для повышения навыков бойцов наших нужны нам видимости поля боя для зондов-наблюдателей построить неплохо нам. И на все послать их места ресурсов добычи. Тем временем лорд Дуку облетал все места добычи ресурсов с Джанго Феттом. Обладая силой, он мог почувствовать невидимых наблюдателей и посылать координаты Джанго Фетту для поражения целей. Но Джанго Фетт не поспевал за Дуку и его космическим лайнером. Тиранский орден ситхов имел преимущество в количестве производственных зданий с самого начала. Нам нужно больше беспеда. Канцлер Палатин. С какой вы палаты? Ой, я хотел сказать, с какой вы планеты? Отпаять ему голову! Отпаять ему голову!
Джедаи с планеты Аюр вместе с дроидами-разрушителями охраняли сердце повстанческой армии. Тем временем генерал Гривус лично следил за производством мощных осадных установок и истребителей викингов, и огромных роботов AT-ST-Торов. По приказу Палатина ситхи установили огромное количество противовоздушных турелей, так что корабли и крейсера были абсолютно беспомощны, попадая в их радиус действия. Граф Дуку, облетая местность, засмотрелся на какой-то там пожар и не заметил 4 киборгов-разрушителей, которыми управлял Оби-Ван джедай с помощью мыши и клавы, сидя на кресле в своем Дексе. Мастер Кеноби телепортировал с помощью своей силы киборгов прямо под летящего Дуку на своем дредноуте и выстрелил несколько раз в веспеновый газовый баллон, который взорвался. Граф Дуку был повержен, но половина его корабля совершила мягкую посадку. Нам нужно больше минералов. Тем временем джедаи с планеты Дагоба решили урезать добычу ресурсов ситхов. Но Сидиус поднял своей темной силой главное здание для переработки минералов и веспена, а генерал Гривус возглавил отряд больших AT-ST-Торов, вышедших в атаку. Он также обладал видением невидимых джедаев, поэтому им пришлось отступить по приказу магистра Йоды. Огонь со всех стволов! Никто не должен уйти живым! Джедаи с планеты Крусак, вооруженные световыми мечами, набросились на гигантских роботов AT-ST. Завязалось сражение, в котором джедаи потерпели большое поражение. Вперед, мои курочки! Надерите им задницу! Гигантские роботоры продолжили свое нападение, но были встречены множеством дроидов-разрушителей с джедаями-темплиерами с планеты Дагоба. И несмотря на поддержку генерала Гривуса, ST-айтишники были уничтожены лазерными копьями и бластерами разрушителей. Но 2 из них успели разрушить один из дворцов джедаев, прежде чем были разобраны на запчасти. Мы должны уничтожить этих джедаев. Стройте и посылайте больше дроидов. Паять вашу материнскую плату быстрее! Да, мой господин, конечно. Производство работает на полную мощность. Тем временем диверсанты с Корусанта нарезали оливье из дроидов-рабомулов. Что происходит? Поднимайте здание. Поднимайте охрану. Два роботора вышли на защиту добывающего здания, но армия Альянса с 3 чубаками в энергетических костюмах класса Джин взорвала с этих стальных гигантов своими энергетическими разрядами и, разрушив добывающее здание, отступила.
материалы и газ почти на нуле. Эти медлительные консервные банки не могут защитить добычу ресурсов. Отправляйте пехотинцев в штурмовиков. Да, джедайские световые мечи осветили штурмовикам их путь на тот свет. Пехотинцев прислали целую армию. Они уничтожили зонд наблюдателя и встали на защиту минеральных рудников. Добыча пошла в ускоренном режиме. Чего пугаешь? Это сверло, а не лазерный меч. Чего подлатать? Погоди, скоро нас всех надо будет латать. ST-айтишники и киборги-мордодеры были отправлены генералом Гривусом, чтобы притормозить стремительное развитие сил Альянса. Однако киборгам-мордодерам додавали по мордам сразу, не отходя от кассы. Тогда как роботоры уничтожили еще один дворец джедаев. Малый отряд джедаев напал на этих гигантских роботов, но не справился, им не хватило сил. Зато большое подкрепление чубаков в их технологических костюмах с дроидами-разрушителями подоспели вовремя и надрали задницы стальным гигантам. Генерал Гривус раздавал приказы. Поставить бункера, планетарную крепость. Ни один джедай не должен пройти к нашей минералке. Нам нужно больше Веспена. Вы всасывайте его и несите сюда. Что вы копаетесь, железяки? Я уничтожу всех, кто не будет мне подчиняться. Дроиды Альянса весело щебетали и носились с кристаллами туда-сюда, когда войско клонов ворвалось в федеральную линию, уничтожив еще один дворец джедаев и затем скрывшись в тумане войны. Принять меры должны мы. Быстро и решительно действовать надо. Сказал на собрании магистр Йода. Джедаи пошинковали в капусту отряд штурмовиков, вдохновившись речью генерала Йоды. Но генерал Гривус спасся в спасательной капсуле и вернулся на основную базу темных сил. 3PO, что ты тут делаешь? Откуда у тебя световые мечи? Мне их одолжил R2-D2. Он сказал, что противники очень слабы и даже не сопротивляются. Немного помахав мечом, мы победим темные силы. Ура! За Йоду! За Крусан! Мочи дроидов! Ура! И я и не думал, что быть джедаем так легко. Точно, R2 был прав. Они ничего не могут поделать с нами, джедаями.
Сидиус наставлял Энакина. И я надеюсь, ты мне доверяешь, сынок. Нужна твоя помощь. Убей всех юнглингов во дворце джедаев. Выполни приказ 66. Энакин, друг мой, помоги мне, и я помогу тебе обрести темную силу. Я дам столько тебе минералов и газу, сколько ты захочешь. Молодой джедай Энакин Скайуокер поддался уговорам хитрого Сидиуса и с группой штурмовиков уничтожил юных малышей, джедаев, которые катались на дроидах, добывающих ресурсы. Первая порция джедаев не смогла одолеть Энакина с его командой. Отряд джедаев во главе с Оби-Ван Кеноби догнали отряд штурмовиков во главе с Энакином. Всех их перерезали и отрезали ноги Энакину, который остался умирать на земле. Впоследствии стало известно, что Дарт Сидиус прилетел на своем корабле и забрал тело Энакина, своего молодого джедая, и сделал из него Дарта Вейдера, своего ученика. Продолжение битвы смотрите в ближайшее время.